Падение акций компании Яндекс.Такси можно, конечно, увязать с черным вторником, так называемым, когда произошло падение рубля. Валюта переживает черный вторник. Курс доллара превысил 62 рубля, евро 77 рублей. Международные инвесторы стремительно избавляются от российской валюты. Курс доллара на российском рынке впервые с декабря 2016 года достигал 64 рублей, с евро 79 рублей. По итогам торгового дня курс американской валюты зафиксировался на уровне 62 рубля 76 копеек рублей за 1 доллар и евро 77 рублей 42 копейки за 1 единицу. Нервозности на рынке добавляет эскалация конфликта в Сирии. Но давайте с вами еще раз посмотрим на график. Падение акций компании Яндекс.Такси началось еще на предыдущей неделе. А что проходило на предыдущей неделе? Некоторые ролики, опубликованные на канале Союз Таксистов, были с английскими субтитрами. И, естественно, инвесторы, которые ищут информацию о той компании, которая их интересует, начали искать. Если мы возьмем статистику нашего канала, а также территориальное воспроизведение роликов, то мы увидим, что на той неделе было огромное количество просмотров именно из-за рубежа. Ну что, 10 апреля 2018 года проходила акция протеста водителей такси против агрегаторов, в частности Яндекс.Такси, а именно против ихнего повышения комиссии с каждого заказа. И какой же главный итог мы можем подвести? Изменились тарифы? Нет. Изменились условия? Водителя? Нет. Но итог в том, что акции Яндекс.Такси очень сильно упали. Это мы можем видеть, исходя из следующего графика. Как вы можете, конечно, заметить, что в последний день на дневных графиках цена акций Яндекс.Такси все-таки начала подниматься, но это не подъем, это обычная коррекция. Ну а теперь немного аналитики. Почему мы все-таки считаем, что акции Яндекс.Такси все-таки будут падать? А теперь посмотрим на следующий график с московской биржи, акции Яндекс. И что мы видим на этом графике? Это график дневных свечей, на котором еще нанесены две скользящих, простонародье именными машками. И мы видим пересечение, что означает, что происходит смена тренда. То есть вместо растущего он становится падающим. Разрыв этот именуется гэпом. Что такое гэп? Когда цена начинает очень сильно либо расти, либо падать. И график просто за этим не поспевает. Естественно, в классическом понимании гэп все равно перекрывается, но после перекрытия он опять идет в ту сторону, в которую вначале устремился. Да, конечно, вы вполне могли заметить, что в последний день, а именно 11 апреля 2018 года, цена вроде как бы начала отскакивать и вроде как бы поднимается, но если брать график в целом, то мы видим два минимума, между которыми мы провели черту. И вы прекрасно видите, что левый минимум гораздо выше, чем правый минимум, что говорит о нисходящей тенденции. Почему акции компании до этого росли? Ну, а были-то на самом деле до этого положительные новости. Но эти новости публиковала сама компания. Именно компания Яндекс.Такси. Это сделки о слиянии вместе с Uber, это и запуск беспилотного автомобиля в центре города Москвы, а также хорошая квартальная отчетность, ну и также годовая. По классике в графическом анализе эта фигура называется голова и плечи, то есть вполне возможно, что будет отскок, но не выше предыдущего максимума, а потом же цена пойдет вниз и гораздо ниже. Так что же получается, акции Яндекса рухнут? Что на это скажут акционеры? А кто акционеры компании Яндекс? На сегодняшний день крупнейшими акционерами являются Аркадий Волош, владеет акциями, относящимися к Б-классу. При этом количество активов его собственности позволяет контролировать 47,21% голосов на собрании акционеров. Владимир Иванов владеет бумагами А и Б-классов, которые обеспечивают ему 5,85% голосов. Елена Иваншенцева владеет акциями, относящимися к А-классу, которые обеспечивают ей 1,10% голосов на собрании акционеров. Интересно, а кто такой Аркадий Волош, который владеет 47% акций? Аркадий Юрьевич Волош
Сооснователь и генеральный директор компании Яндекс. Состояние 1,64 миллиарда долларов. Родился 11 февраля 1964 года. Вы совершенно правильно поняли, что Аркадий Волош является истинным хозяином компании Яндекс и в частности Яндекс.Такси. Так кто же такой все-таки товарищ Худовердян? Худовердян является всего лишь ставленным директором компании Яндекс.Такси. Его положение на самом деле сейчас очень шаткое. Поясню почему. Председатель японской компании Toshiba ушел во вторник в отставку в результате финансового кризиса. Об этом было объявлено после того, как стало известно об огромных убытках размером в 6 миллиардов долларов, ожидающих компанию в атомном бизнесе. Основатель сервиса такси Uber покидает пост генерального директора. Немедленной отставки Трэвиса Каланика потребовали 5 крупных инвесторов. Они хотят смены стратегии компании. Крупный акционер Facebook потребовал отставки Марка Цукерберга ради восстановления доверия общественности. Как мы видим, эти товарищи являлись председателем совета директоров, а также стояли у истоков этих компаний. Но тем не менее, инвесторы попросили их уйти, так как их политика привела к тому, что акции компаний начали падать. А кто такой Худовердян? Худовердян не является основателем сервиса Яндекс.Такси, он является наемным рабочим. И теперь его положение действительно очень шаткое. Его неразумная политика поведения, а также неправильно выработанная стратегия развития компании Яндекс.Такси привело к тому, что из сервиса уходят как пассажиры, которые являются клиентами водителей, так и сами водители, поскольку заработки стали нищенским. Сервис сам по себе просто упал до нельзя. Его неразумная политика, а также игнорирование мнения водителя привело к тому, что сервис по заказу автомобилей Яндекс.Такси пришел в упадок. Что я подразумеваю под упадком? Первое. Отсутствие безопасности пассажиров. Второе. Ненормируемый рабочий день водителей. Третье. Постоянные аварии регионов автомобилей Яндекс.Такси. Четвертое. Уход водителей и пассажиров в другие сервисы. Вот такой, по нашему мнению, был главный итог этой акции. Чтобы сами инвесторы дали по башке уже руководству компании Яндекс.Такси, чтобы те одумались и изменили свою политику. И прежде всего задумались об условиях работы именно тех людей, которые обеспечивают этот сервис. Тем временем участники бойкота останавливаться не намерены. В ближайшее время они планируют провести еще одну акцию.